Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Ксенчак, и сегодня у нас с вами обзор теорий цветотипов. Каждая женщина, которая рано или поздно задумывается о том, чтобы изменить свой гардероб, а значит изменить свою жизнь, стать увереннее в себе и притянуть какие-то новые, интересные, счастливые моменты в жизни, задумывается над тем, какой же у нее тип фигуры и какой у нее цветотип. Оно и правильно, потому что прежде чем обновлять гардероб, мы должны понять, что из себя представляет наше тело, какой оно формы и какие ему подходят цвета. Я знаю очень многих девушек, которые при определении своего цветотипа теряются, и даже разные стилисты им говорят разные варианты их цветотипа. Когда я сама пробовала определить свой цветотип, я терялась и рассматривала, какой у меня там оттенок волосинок, серебристый или золотистый. И нужно сказать, что единого мнения насчет правильности какого-либо цветотипа и вообще какой-то определенной теории цветотипа нет. Мода и стилистика — это науки не точные, поэтому тут возможны большие варианты выбора, поэтому я вам сегодня расскажу о нескольких теориях цветотипа, которые знакомы лично мне, и в конце скажу свое собственное мнение по этому вопросу. Цветотип – это совокупность природных красок, которые находят свое проявление в нашей внешности. Учитываются оттенок кожи, цвет волос и глаз, уровень контраста между белком и радужкой, уровень контраста между кожей и волосами. Знание цветотипа помогает понять, какие оттенки будут украшать нашу внешность, делать лицо свежее, а какие придадут уставший вид. Стоит помнить, что все цвета подходят всем людям. Самое главное – правильно выбрать оттенок. Именно это и вызывает затруднения. Самой популярной теорией является сезонная теория 4 цветотипов. Теорию цветотипов создал художник Йоханнес Иттен. Согласно ей, природная внешность человека делится на теплую, холодную, контрастную и мягкую, неконтрастную. Основой для определения цветотипа служит природный оттенок кожи, волос и глаз. Почему же эта теория названа теория времен года? А все дело в том, что в ней соотносится внешность людей, колорит внешности и соответствующий сезон, в котором также присутствуют похожие оттенки. Например, зимой на фоне белого снега и льда очертания деревьев кажутся особенно темными и контрастными. Также и внешность людей зимнего цветотипа отличается контрастностью. Светлая фарфоровая кожа, темные волосы и яркие, зачастую темные глаза. Весной все вокруг просыпается, природа новая, светлая, свежая и чистая. Люди весеннего цветотипа отличаются преобладанием во внешности светлых и чистых красок теплой гаммы. Разгар лета – это жаркая пора. Под палящим солнцем краски природы выцветают и становятся более блеклыми, припыленными. Так и внешность людей летнего цветотипа отличается приглушенными нежными прохладными красками. Осень – это зрелость, сочность и плодородие, преобладание желто-красной гаммы. К осеннему теплому цветотипу чаще всего относятся от природы рыжеволосые люди. Также на примере живописи создатель теории Йоханнес Иттен заметил, что разные типажи внешности выигрышнее смотрятся на фоне пейзажей определенных времен года. Интересно знать, что в этой теории чисто черные и чисто белые цвета предлагается носить только цветотипу зима. Всем остальным они противопоказаны. Большим минусом теории можно назвать то, что она подходит только четверти населения планеты. Многие особенности внешности в ней просто не учитываются, а поэтому многие женщины не могут определить себя ни к одному цветотипу. В 1990-х годах эта система была усовершенствована, и она уже учитывала переходные типажи. Теория 12 цветотипов. Она представляет из себя научный метод, основанный на теории цвета, разработанный в 1898 году профессором Альбертом Манселом. Прежде всего, необходимо выбрать одну доминирующую характеристику внешности. Всего их 6. Темный – это глубокий и насыщенный, светлый – легкий и изящный. Мягкий цветотип отличается спокойствием и приглушенностью. Чистый – контрастностью и яркостью. Теплый не содержит холодных оттенков и, соответственно, холодный не содержит теплых оттенков.
Далее выбирается дополнительная категория. Получается 12 цветотипов, которые также можно назвать по временам года. Зима – яркая, темная и холодная, весна – яркая, светлая и теплая, лето – холодное, светлое и мягкое, и осень – темная, теплая и мягкая. Эта теория более применима в жизни, чем теория 4 цветотипов. Лично я долгое время работала именно по этой системе, но и до сих пор применяю некоторые ее основы. Некоторым показалось, что и эта теория недостаточно совершенна, поэтому появилась усложненная версия этой теории – теория 16 цветотипов. Согласно ей, каждый сезон имеет 4 ключевых характеристики цвета. Температура не учитывается, поскольку она по умолчанию считается характеристикой сезона. Зимние и летние колориты только холодные, а весенние и осенние только теплые. Остаются такие характеристики цвета, как светлота, темнота, яркость и мягкость. Таким образом, каждый сезон будет делиться на 4 группы, исходя из ключевой характеристики. Зима – светлая, темная, яркая и мягкая, весна – светлая, темная, яркая и мягкая, лето и осень также светлые, темные, яркие и мягкие. Ну а следующие 2 теории известны узкому кругу специалистов, но также заслуживают внимания. Теория Джорджа Брешиа. Джордж Брешиа – это американский стилист, автор и ведущий реалити-шоу Dress Up with George B. Style. Готовит звезд Бродвея к открытиям сезона и премьерам. Последние 25 лет он работал с лидерами фэшн и бьюти-индустрии. Также он является автором книги «Измените свой гардероб, чтобы изменить свою жизнь». В ней он рассказывает о своей системе подбора цвета для клиентов. Предлагается оттолкнуться от цвета волос как от основного и самого яркого. В зависимости от этого идет разделение на цветотипы: мед, теплые солнечные блондинки, икра, классические брюнетки, медь, каштановые и рыжие волосы, и серебро, седовласые женщины, платиновые и темные блондинки. Теория 3 цветотипов Color Time. Автор этой теории – специалист по цвету, исполнительный директор Института цвета Пантон и автор 6 книг по колористике Леатрис Эйсман. В своей книге «Больше жизни с цветом» она предлагает свою собственную теорию типажей. Ей кажется, что теория, которая стала фундаментальной теорией 4 цветотипов, она давно устарела, и предлагает разделять типы внешности всего на 3 категории. Это рассвет, день и закат. Рассвет. Входят все холодные оттенки. Ассоциативно рассвет – это прохладное, свежее время дня, поэтому преобладают холодные краски. Солнечный свет – день. Входят все нейтральные, слегка смягченные цвета, похожие на цвета мягких сезонов, исключая самые серые и самые темные. Ассоциативно день – это время, когда природные краски слегка смягчаются из-за солнечного света. Закат. Сюда входят самые теплые цвета, похожие на цвета теплых сезонов. Ассоциативно желтый цвет солнца на закате окрашивает все в теплые тона. В зависимости от подтона кожи и других характеристик внешности, больше теплый, больше холодный или нейтральный, человек попадает в один из этих типажей. Кроме этих 3 палитр, Леатрис предложила использовать еще одну, которая, по ее мнению, подходит абсолютно всем. Цвета из этой палитры темные, но достаточно мягкие, и их можно использовать в качестве базовых оттенков для базового гардероба, и их можно смешивать уже с цветами, подходящими каждому цветотипу палитрой. На просторах интернета, помимо обучения, как распознать свой цветотип, вы найдете множество статей на тему, что цветотипы – это миф и глупость, что каждая из теорий имеет множество недостатков и не может быть применена. Такое мнение также имеет место быть. Однако есть еще одна версия, которую можно назвать интуитивной, приближенной к природе и описывающей взаимодействие внутреннего мира человека с окружающей средой. В этой теории больше психология, философия и ощущение биоритмов, чем строгой науки. Некоторые стилисты считают, что сезонная одежда должна отражать колористику самого сезона.
и те оттенки, которые доминируют сейчас в природе. Природа нам совершенно бесплатно и ежедневно преподносит уроки сочетания цветов, причем делая это так искусно, что в принципе никакие учебники и не нужны. Кроме того, каждый период жизни ассоциируется с определенным временем года. Именно поэтому при выборе цвета одежды нужно ориентироваться еще на возраст. Весна ассоциируется с детством. Это праздник цвета и нежности, сочетание ярких и пастельных цветочных оттенков. Основные – розовый, зеленый, желтый. Лето ассоциируется с юностью. Это время полное красок, но в основе лежат холодные цвета – синий и зеленый, которые помогают почувствовать прохладу в жаркие дни. Осень ассоциируется со зрелостью и новым расцветом. Это обилие страстного красного цвета, золотых, оранжевых, желтых, коричневых оттенков. А зима ассоциируется со старостью и верхом элегантности. Преобладают черно-белые оттенки, а также холодные оттенки хвои и морозного неба. Лично я склоняюсь к последней теории, потому что она помогает быть нам с вами в гармонии с природой и в гармонии с собой. Лично я, когда работала персональным стилистом, ездила по ревизиям гардероба, я видела, что женщины всегда выбирают интуитивно правильные цвета до тех пор, пока они не решают выяснить, какой же у них цветотип. Вот именно тогда они начинают ошибаться. А до этого они действительно правильно подбирали подходящие им цвета. Поэтому прежде чем обновлять гардероб, обязательно либо проконсультируйтесь со специалистом, какой у вас цветотип, чтобы он помог вам составить правильную гамму, либо вообще даже над этим не заморачивайтесь и доверяйте в первую очередь своей интуиции. Наш глазомер устроен так, что мы с вами выбираем то, что действительно нам подходит, но до тех пор, пока мы не начинаем в этом серьезно закапываться. Напоследок хочется сказать вам золотые слова Итана. Законы теории хороши в ситуации неуверенности. В моменты вдохновения задачи разрешаются интуитивно, сами с собой. Если вы, не зная законов владения цвета, способны создавать шедевры, то пусть ваш путь заключается в этом незнании. Но если вы в своем незнании не способны создавать нечто высококлассное с точки зрения владения цветом, то вам следует позаботиться о получении соответствующих знаний. Если вам понравился этот ролик и вы нашли для себя что-то полезное, то обязательно ставьте лайки. В комментариях можете написать, какая теория цветотипов ближе всего вам, если вы занимаетесь стилистикой. Ну а с вами была Наталья Ксенчак. Подписывайтесь на мой канал и всем до встречи. Пока!